Здравствуйте, раки! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на следующую неделю. Это неделя с 16 по 22 марта. Давайте мы посмотрим, что же вас ожидает в этот период времени, какие вам карты сегодня выпадут. Напоминаю, что это общий таро-прогноз, что он не личный, он не индивидуальный. Надеюсь, большинству из вас это видео подойдет, будет перекликаться с той ситуацией, которая происходит в вашей жизни. Поэтому пишите ваши комментарии, оставляйте отзывы. Мне будет очень приятно почитать сообщения от вас. Также напоминаю, что вы можете подписаться, кто еще не подписан, чтобы не пропускать мои видео в дальнейшем. Опять-таки, если они вам подходят, если они вам нравятся. Этот расклад мы делаем по дням недели, то есть мы на каждый день недели выкладываем по одной карте, соответственно, из основной, а затем из дополнительной колоды и смотрим на те сочетания карт, которые у вас выпадают. Итак, раки, давайте посмотрим, что же происходит у вас в этот период времени, неделя с 16 по 22 марта. Итак, давайте посмотрим. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Итак, первая карта, которая у вас есть, карта рыцаря жезлов, за ней идет еще и рыцарь мечей, то есть так много именно фигурных карт двора, соответственно, по рыцарю жезлов и рыцарю мечей, да, возможно, для кого-то из вас будет актуальным общение с огненным или воздушным знаком в начале недели, то есть в частности львы, овны или стрельцы, а также весы, близнецы, водолеи. Но если мы говорим опять-таки о вас, даже несмотря на то, что вы водный знак, вы не соответствуете ни той, ни другой стихии, но вы можете по этим картам начинать очень активно рабочую неделю, то есть по рыцарю жезлов и мечам очень деятельно быть, очень рискованный, очень амбициозный, соответственно, как вот этот рыцарь мчится с этим факелом, соответственно, на этом коне, который на дыбы встал. То есть по рыцарю жезлов вы действительно готовы здесь с нетерпением браться за какие-то важные для вас дела, которые, возможно, вы откладывали на начало недели, на рабочую неделю. Соответственно, здесь у вас достаточно такая интересная, продуктивная, скорее всего, ситуация, касающаяся ваших дел или вашей работы. В отношениях здесь проявление такой страсти, пылкости, соответственно, тоже энтузиазма. Итак, давайте посмотрим, что еще здесь у раков может быть в начале недели. В частности, нас понедельник интересует. Да, почему выпала эта карта, почему выпал рыцарь жезлов, тут же карта дьявола, у вас карта козерога. Да, возможно, здесь будет проявление пылкости и страстности в каких-то для вас вопросах, то есть то, что вы считаете для себя важным, чего вы сильно жаждете, хотите, вы будете добиваться всеми силами, всей своей такой напористостью, настойчивостью, соответственно, и по дьяволу вы, возможно, это делаете, чтобы потешить свой эгоизм или там свое тщеславие, соответственно, по этой карте. То есть, действительно, очень активно пытаетесь добиться того, что вы желаете, чего вы хотите. Дальше идет рыцарь мечей. Я уже говорила, да, возможно, это воздушная стихия, но также, если мы говорим о вас, то здесь может быть и желание добиться чего-то, чего вы отчаянно хотите, и по рыцарю мечей вы готовы здесь прикладывать много настойчивости, такой упорства в этом вопросе. Вы очень храбры, вы очень настойчивы, вы готовы преодолевать какие-то препятствия, соответственно, трудные. Но при этом по восьмерке чаш вы сталкиваетесь с тем, что вот вы разочаровываетесь, что-то не получается. И, возможно, вы понимаете, что вы как будто бы упираетесь в закрытую стену. И дальше карта двойка мечей, которая у вас есть на среду, показывает вот это состояние какой-то, знаете, не то чтобы неопределенности, а ситуации, когда вы понимаете, что вы должны
Может быть, немножечко приостановиться, замедлиться, возможно, не торопиться с принятием каких-то важных решений, которые от вас здесь требуются. Хотя по 8 жезлов, опять-таки, здесь достаточно динамично происходят события в вашей жизни. Но по 2 мечей вы стараетесь, может быть, делать вид, что вы чего-то не замечаете или чего-то не знаете. И сохранять таким образом стойкость свою, несмотря на вот этот поток по 8 жезлов информации и новостей, которые вы, возможно, получаете, да, с этой картой 8 жезлов. А также здесь может быть и в принципе ситуация выбора, но опять-таки вы не торопитесь это решение принимать. То есть здесь вы понимаете, что от ваших действий, от вашего решения может зависеть дальнейший прогресс, возможно, или какой-то значимое развитие событий, поэтому вы не торопитесь. Следующая карта — карта звезда, карта надежд, планов, карта каких-то верований ваших. По этой карте вы стараетесь здесь, ну и 3 пентаклей, работать над тем, во что вы верите, возможно, сообща с другими людьми, на что вы рассчитываете, на что надеетесь. Вы здесь стараетесь какие-то решающие важные шаги, соответственно, предпринимать для того, чтобы идти к своей мечте, делать определенные шаги, приближать, собственно, да, свою мечту к себе. Вы здесь уверены, что у вас все получится. И по карте звезда очень много у вас, соответственно, планов здесь, связанных с тем, чтобы получить желаемое. Ну, да, может быть, даже вы здесь уже и получаете какие-то хорошие результаты от совместной с кем-то работы, от какого-то совместного партнерского труда. Дальше идет 5 жезлов, и она карта трудностей, препятствий, каких-то неприятностей, которые, к сожалению, могут здесь происходить вместе с 9 жезлов, несмотря на усиленную работу, на усиленный труд. Может быть, вы понимаете, что здесь нужно еще быть очень упрямыми, настойчивыми и решать какие-то проблемные ситуации, справляться с испытаниями, с какими-то сложными задачами, и вам дается это достаточно тяжело, сложно. Вы здесь можете попадать в ситуацию каких-то конфликтов, где вы постараетесь отгородиться и защитить себя от неприятеля. То есть от каких-то высказываний жестких, от каких-то, собственно, да, может быть, проявление критики в ваш адрес и все, что может касаться вот таких вот неприятностей. Дальше карта Мир, карта 21 в старших арканах, карта, показывающая в субботу, возможно, у вас какое-то освобождение от, не знаю, уныния вашего, желания по карте Королева жезлов, потешить свое честолюбие, опять-таки, по Королеве жезлов, проявить себя в всей своей пылкости, страстности, эмоциональности, возможно. И вместе с картой Мир вы здесь хотите достичь каких-то важных для вас целей. То есть то, что вы себе запланировали, что вы хотели сделать, вы в субботу, скорее всего, делаете. И достигаете в этом триумфа, то есть успеха, какого-то победы какой-то. Может быть, по карте Мир успешно что-то завершаете. Кстати, может быть, здесь какой-то день рождения, потому что Мир — это завершение цикла. У нас огненные знаки, здесь начинается Овен. Может быть, вы приглашены на день рождения Овна, тоже как вариант. Причем принцесса Пентаклей здесь идет с этим Пентаклем как подарком. Может быть, идете в гости. Принцесса Пентаклей, карта воскресенья, показывает также еще и шанс, хорошую возможность, которая вам может выпадать. Может быть, какую-то выгодную возможность, которая вам дается здесь с этой картой, с этим пажом Пентаклей. Вы здесь готовы прикладывать определенные усилия и какое-то усердие проявлять в то, чем вы занимаетесь, но вместе с картой 5 чаш здесь, возможно, опять-таки вы прикладываете усилия в каком-то вопросе, который касается дома, но при этом по 5 чаш вас расстраивает ситуация, в которой вы находитесь, то есть вы понимаете, что это проблема, которую нужно решать. Может быть, она связана с земным знаком, потому что есть принцесса Пентаклей, то есть девы, тельцы или козероги, может быть, даже младше вас, там, да, пажи — это дети, то есть, может быть, это ваш ребенок, то есть какие-то ситуации, которые здесь нужно решать, соответственно, которые у вас здесь возникают, но вы, скорее всего, с этой ситуацией опять-таки справляетесь. Благодаря вашей решительности, благодаря вашей доброте, благодаря вашему умению вникать в суть вопроса, да, изучать усердно то, что происходит, и как, собственно, с этим разбираться, да, что с этим делать. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для раков мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя и до скорого!